Приветствую, друзья! Давно я уже смотрю на мобильные ЦАПы от компании Fosi Audio, однако попробовать их удалось вот только сейчас. Зато в руки мне попала сразу вторая ревизия устройства Fosi Audio DS2. В начинке тут уже проверенный ES9018K2M, выходная мощность около 200 мВт, обычные балансные выходы, сменные кабели, поддержка самой высокой на сегодня частоты дискретизации. О нем мы поговорим. Поехали! Пришел аппарат в скромной коробке со схематичным изображением героя обзора и каким-то адресом в Италии. В комплект нам положили инструкцию, переходник с Type-C на USB и небольшой витой Type-C кабель. Lightning варианта здесь не предусмотрено, хотя и найти таковой кабель вообще не проблема. Корпус у ЦАПа полностью металлический, со светодиодом, клавишами регулировки громкости, Type-C входом и двумя выходами. 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. Причем на 3,5 мм мы имеем 120 мВт мощности, а на пентаконе все 195 мВт, если в пересчете на 32 Ома нагрузки. Чего, как вы понимаете, хватит даже для достаточно тугих полноразмерных наушников, не говоря о всяких чувствительных внутриканалках. По громкости тоже запаса выше крыши, я на балансе выше 15% ни разу не поднимал. Аппарат особо не греется, а кабель, если нужно, можно заменить на более качественный. Минуса тут только два. Нет поддержки гарнитуры, и на низкоумных наушниках слышен фоновый шум. На 3,5 мм он еще более-менее, вот на балансе весьма ощутимый, так что наушники к нему смотрите от 32 Ом и выше. На КЗ ESX, например, никакого шума и в помине нет, а вот на BGP NS10 присутствует. Потребляет девайс относительно гуманно, на 5 вольт приходится 81 тысячных ампера, что, как для такой мощности, вполне себе достойное значение. В этом он ничем не отличается от уже рассмотренного нами ShaneLink UA2+. Из разрешений доступны максимальные на сегодня 32 бита 768 кГц для PCM и DSD 512. Поддержки MQA у аппарата нет. В качестве конвертера сюда установили чип ESS ES9018K2M, не самый, конечно, свежий, но вполне себе добротный. Никаких драйверов производитель нам, естественно, не предлагает, оттого и поддержки ASIO в нем, скорее всего, не будет. Хотя эксклюзивные режимы в WhatsApp ничуть не хуже. Под Android и iOS ЦАП работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с прямым доступом к аппаратной громкости устройства, то есть выжать из него можно вот прямо по максимуму. Я для таких целей использую программный аудиоплеер HiBe Music, но, возможно, есть еще и другие. Все измерения проводились в разрешении 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ACP и Wanda Cosmos, где, на удивление, лучшие результаты я получил с небалансного выхода. Да, взаимопроникновение каналов на 3,5 значительно выше, но так, в принципе, и должно быть в силу архитектуры. АЧХ, шумовая полка и динамический диапазон в обоих случаях отличные, а вот интермодуляционные искажения на 3,5 составляют минус 108 дБ, в то время как на 4,4 мм минус 96 дБ. А гармонические с 3,5 мм выхода минус 105 дБ, а с 4,4 мм минус 92 дБ. Причем гармоник в обоих случаях хватает. По цифрам это 1/1000 против 0,004. Вот это действительно странно. Обычно по балансу все наоборот лучше, чем на 3,5 мм. По подаче же это нейтральное, я бы даже сказал, немного пресное звучание с хорошей проработкой на всем диапазоне частот, высокой резкостью и нулевой попыткой вам хоть чем-то понравится. То есть это не та завлекательная нейтральность, что мы слышали в IK-TB03, и не то притягательное погружение, что было в ShaneLink UA2+ или в UA3. Тут все просто играет. Без вопросов, конечно, но желание переслушать хотя бы часть своей медиатеки у меня не возникло. Уверен, найдутся те, кому эта отстраненность придется по вкусу. Я же больше люблю эмоциональность, подчеркнутую выразительность и вообще хоть какой-нибудь характер в звучании устройства. Fosi же в этом плане абсолютно невзрачен. В нем не стали перебарщивать с яркостью, как делают, например, в FX Audio. Нет тут и сухости, и Wanda. Аппарат неплохо рисует пространство сцены в глубину, дает достойную артикуляцию и техничность.
Еще можно отметить хорошо читаемый бас, комфортные и достойно очерченные средние частоты и беспроблемные, но весьма ощутимые верха. То есть ничего не ярчит, не режет и не поднимает грязь от сведения. При этом и какого-то прямо восторга его звук лично у меня не вызвал. Просто пресно, но вполне себе корректно. Больше всего ему подойдет термин «бесхарактерный», чем он мне сильно напомнил восходящую звезду аудиоплееров Tempotec V6. Судя по тому, как людям понравился этот самый V6, свои фанаты найдутся и у DS2. Но если вы предпочитаете мелодику, погружение и аналоговость, то ничего из этого здесь не найдете. Как говорится, хороший звук, но без изюминки, хотя и мощный, техничный и все, что нужно, умеет. По стилистике наушникам ему подойдет что угодно. Главное, чтобы вам нравилась вот такая вот подача. Подкорректировать ее, конечно, можно, но только лишь чуть-чуть. Итогом мобильный ЦАП Fosi Audio DS2 лично меня порадовал наличием сменного кабеля, отличным значением выходной мощности и дискретизации сигнала, очень неплохими измерениями и относительно низким энергопотреблением. Удивило, что измерения на балансе чуть хуже, чем на 3,5 мм, хотя должно быть наоборот. Что на наушниках ниже 32 Ом может присутствовать шум и что нет так называемого характера у звука. Все вроде как играет, детально и выразительно, но эмоции зажаты, нет собственного почерка и погружения как такового. Если вам нравится нейтральность, отстраненность и звук безо всяких заморочек, вот это вот оно. Для меня же это слишком просто и скучно. Кто мечтает о плеере Tempotec V6, вот это почти один в один, только гораздо дешевле. Металлистам и рокерам можно присмотреться, ценителям же джаза и чего-то инструментально красивого лучше смотреть в сторону других моделей. А на этом у меня все. Это был ЦАП Fosi Audio DS2. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!